Итак, рад приветствовать всех на нашей очередной АМА, на нашей уже регулярной АМА. Каждый раз мы вас радуем новостями и новыми фишечками. Сегодня, как я говорил, у нас будет розыгрыш призов, обзор предстоящих и текущих событий. Ключевая тема у нас это бридинг. В гостях у нас эксперт Андрей. И, конечно же, в конце мы ответим на все ваши вопросы. Я сегодня выступаю в роли ведущего. В основном я буду молчать. Вот. Но когда начнется тема бридинга, с Андреем я обязательно вступлю в диалог. Итак, предлагаю начать. Артур, тебе слово. Расскажи нам о маркете, расскажи нам о призах и вообще как так все получилось, откуда такая идея и куда это все идет. Ребят, ну, начну как бы с предисловия, да, о том, что на самом деле маркет возник потому, как была острая необходимость в том, что не все коты как бы есть, да, на маркете. И вот сначала эту идею предложил Иван, вот Алексею. И, ну, я, в принципе, не в курсе еще был. И получается, они как бы обговорили, как мне вот Алекс уже говорил, да, и пришли к тому, что на то время, значит, был фантом, да, и можно было пересылать котов и одежду вообще без проблем, вот, с аккаунта на аккаунт, никаких не было карантинов и так далее. То есть был момент с тем, что можно было заскамиться, да, и очень много людей могли как бы кинуть. Вот, поэтому дело не совсем пошло, да, то есть остановились на том, что не хотим как бы безопасность людей, скажем так, подвергать ихнюю безопасность аккаунта, их средств и так далее. Но со временем, значит, было обновление, да, и на этом обновлении сказали, что ребята, как бы все, карантин, и через Фантом уже нет возможности, точнее, есть возможность, но уже есть определенные санкции, да. Соответственно, прошло какое-то время, да, и вот у меня родилась идея, да, что надо сделать маркет, потому как хочется играть в кота и, соответственно, в этот же момент его как бы и продавать, да, то есть многие ходили по чатам и скидывали своих котов, одежду и так далее, то есть не хотелось терять то время, потому как я сам понимаю, что это такое продажа, и что она очень долго бывает длится, если ты хочешь за хорошую цену продать, не продешевить. Вот. И если ты хочешь сбросить быстро кота, ставишь по флору, да, и он как бы улетает. Поэтому в этом случае, да, я попытался максимально Алексу рассказать мою идею о том, что мы все будем делать через маркет, и все это будет красиво, никаких подводных камней. То есть человек сможет выставить на маркет, значит, в это же время он может играть и зарабатывать монеты, и может это продлиться, да, там неделю, 2 и 3 недели. И за это время он может как бы очень хорошее количество заработать за счет своих котов, да. Вот. Поэтому мы просто поняли, что это просто пушка, это будет очень круто, и мы уверены были, что наше сообщество встретит это с большим позитивом. Вот. И, соответственно, с Ваней связались. Ваня вообще тоже был очень-очень рад, что мы все-таки это дело добили. И все, дальше пошло как бы разработка системы, как мы это все будем делать, чтобы всем было удобно, приятно и, в принципе, как бы сказать, и небольшую копейку, да, мы могли даже не то чтобы заработать, речь даже о заработке там какого не идет, а о том, что мы могли бы проспонсировать, скажем, наш чат, и опять же данные средства мы обратно вливаем, скажем так, в наше сообщество уже достаточно немало, да, нас уже 610 человек. Вот, когда-то это будет история, и мы будем вспоминать, как это было на самом деле мало, что у нас теперь там 600 тысяч или 6 миллионов. Вот, поэтому, в принципе,
преимущества я как бы рассказал, то есть это первое, то, что выставляя на маркет, вы абсолютно ничем не рискуете, то есть вся та информация, которая есть у вас, получается, на маркете, когда вы выставляете кота, э, она точно так же есть здесь, да, то есть все конфиденциально, так же, как и на маркете, на официальном. Мы не разглашаем информацию, кто именно выставил, для того, чтобы э, не было скамов никаких абсолютно. Вот, соответственно, большое преимущество то, что вы получаете монеты, при этом ваш код может продаваться сколько угодно времени. Вы можете выходить в закреп, да, то есть это стоит там небольшое количество монет. Вот, и в принципе то же самое касается котов, да, и одежды. Вот. Ну, в принципе, как бы все, что по преимуществам я рассказал, по безопасности тоже. Вот. И по стоимости 1%, то есть это очень-очень мало, я считаю, как бы, потому как вы за один день, в принципе, окупаете эти средства, да, и на второй день вы уже идете в плюс. Даже если там выставить, да, кота на 6 уровне, то есть приблизительно там сколько это монет, там 500, да, 600 монет, то есть это всего лишь обойдется вам в 6 монет, то есть 6 монет за день это 6 боев вы выиграли, и уже все, пошли как бы в плюс, и ваш код продается с уже как бы дороже продается, да, то есть вы зарабатываете на том, что вы уже окупили стоимость выкладки на маркете, и плюс вы еще и цену ставите не дешевое, то есть ставите ее подороже, и, соответственно, то есть как бы тут уже двойная выгода. Вот. Так, ну, в принципе, по маркету, если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Вообще никаких вопросов, то есть никаких проблем нету. Вот, в конце уже нашей амы, вот, можете задавать уже, в принципе, по всем, всем вопросам, всем ответам, которые уже будут, в принципе, да, о том, что мы расскажем. Дальше будете задавать вопросы, вот, и мы с Иваном, с Алексом будем отвечать. Вот, у меня, в принципе, все. Вот, Иван, пожалуйста, слово тебе передаю. Если в какой-то Окей. момент я не рассказал, подскажи, Давайте я я... просто подытожу то, что ты сказал, и идем дальше. А, Нам сейчас Артур рассказал о преимуществах нашего маркета, и основные из них – это то, что есть возможность выставить котлеток нам на маркет и играть им в этот момент дальше, получая профит. На маркет приложения, только через которые идут все купли-продажи, можно закинуть котлета тогда, когда находится покупатель, то есть по предварительной договоренности в определенное время. Все остальное время можно его юзать и получать профит. Второе. На нашем маркете больше информации о самом котлете. То есть не так, как в приложении, что нужно через SoulScan идти, искать, перезагружать, выходить из приложения, возвращаться, там забиваются настройки. То есть можно всю информацию о самом котлете узнать прямо у нас на маркете, да, его гены и все, что с этим связано. Третье. Есть возможность сделать заказ котлета по заданным характеристикам. То есть, ну, такого вообще нигде нету, да. Это вообще пушка. У нас есть ребята, есть специалисты, которые подбирают, находят для брида, для фарма, все что угодно. Также есть возможность торга и договориться по цене. Но это уже кто любит, да, это уже тема на любителя, да. Кто-то, может быть, захочет и заплатить больше, но для этого, может быть, когда-нибудь устроим аукцион. И следующее, самое такое вообще сладкое и вкусное, это то, что между всеми участниками маркета разыгрываются призы из накопительного фонда маркета. То есть все средства, которые мы получаем, они идут на развитие нашей группы, нашего чата, проекта, вообще на будущее. И то есть вообще супер все, пушка, бомба, огонь. Можем переходить тогда непосредственно к розыгрышу. Алекс, мы тебя приглашаем в эфир. Это торжественная часть, она для тебя. Let's go.
Да, Иван, благодарю. Спасибо, что рассказал по поводу маркета. Прям, я думаю, все прям по полочкам разложил. Иван тоже подвел такую черту. Вот. Также, что еще хотел сказать, перед тем, как мы начнем, наверное, объявлять наших победителей, то, что Артур, что Иван, что Саша, что другие ребята, да, все они как-то участвовали, да, сами решили участвовать в жизни проекта, да. Как вот произошел YouTube-канал, да, я просто начал снимать, я просто увидел прикольную игру и как бы было прикольно ей поделиться. А дальше народ сам стал подтягиваться и формировать такое комьюнити. Вот, поэтому все эти ребята, они сами написали, сами предложили чем-то помочь, да, и мы как-то нашли по итогу какие-то ключевые точки, с которыми мы можем взаимодействовать. Вот, поэтому посыл следующим, что если у вас есть какая-то идея, если видите, что что-то не идеально, да, что-то можно дополнить, всегда личка открыта, пишите, давайте что-нибудь придумывать, добавим какую-то группу создадим, да, и будем вот генерить идеи и запускать для нашего сообщества. Вот, что дальше, что дальше? Нажимаю я на демонстрацию экрана. Какое счастливое число кому-то, а? Да, кстати. Досталось. FT, Прекрасно, X-Class. прекрасно. Кайф, кайф. Поздравляю всех Да. победителей, вы прям супер. Вот. Это круто, что у нас есть такая взаимодействие и работа. Да, ребят? Конечно, Очень это здорово. супер, Ой, супер-пупер. Артур. Даже я думаю, что мы одни из э, самых малых, кто вообще такое проводит, вот, и, как бы скажем, влаживает обратно в наше комьюнити, и мы будем это делать и дальше. Вот, я бывает, вот, знаешь, находит на меня, и я могу просто зайти и какой-то сделать розыгрыш, да, вот как недавно я сделал, там 50 монет, вроде как и немного, но приятно. Вот, так что, ребят, вы находитесь в чате, и может быть такое, что вы просто в удачный момент попадете. Вот, спонтанно просто кто-то из нас зайдет и разыграет там 50 монет, а может и 100 монет. Вот. Так что Так, последний розыгрыш. я вижу в чате у нас объявился победитель и обладатель первого места. Друзья, поздравляйте. Вот просто у нас в чате пошли фейерверки, пошли лайки, и действительно это круто. Да, Я, ребят, вы вообще да, все в крутые, восторге. вообще, да, очень приятно находиться в таком комьюнити и с такой отдачей большой. И Алекс вообще тоже очень рад, и Ваня. Вообще мы все рады, кто все, что, да, готовим вот для вас, переживаем. Вот, и Саша вообще сидит целыми днями в чате и в одном, и в другом. Вот, но в основном в нашем чате, да, и он просто я вот смотрю, он все вот эти, да, медальки с, как она, Валкина, да, вот, я смотрю, он всем раздал эти медальки, вот, и Иван тоже всем раздает, вот это 2 человека, которые просто, я когда не зайду, они здесь. Я думаю, блин, они вообще спят когда-нибудь. Вот, Спим, вчера еще, спим. да, Недолго. У нас есть момент, у нас есть примерно 5 часов, чтобы поспать. Ну, стараемся ух ты. использовать на максимум, Ну чтобы да, люди чтоб не коты пропадали. зарядились. Да. Этот самый. И вчера я случайно нажал на конференцию, и я смотрю, уже 8 человек, там просто такой трэш творится. Знаешь, как это вечером ребята собрались за пивом, да, и я просто такой думаю: "Не, надо ребят выключать". Они мне пишут: "Не, пожалуйста, Артур, дай поговорить". Да, так классно было все. Вот, но мы подумаем об этом как-нибудь. Вот, чтобы давать вам возможность между собой просто общаться. Я думаю, Артур, почему бы и нет, будет тема конкретная для обсуждения, то есть какие-то уже будут у нас обновления, нововведения, и когда вот прям, может, пойдет жара и чуть-чуть хотя бы, да, страсти утихнут, можно будет включать чат и голосовой и общаться там, да, так сказать, в прямом эфире. Да, главное Что, друзья, я вам культурно, потому как я да. слышал там очень много чего интересного. Вот, не буду говорить. Ну, как это говорится, кто некультурно общается, тому как бы подарим, как это, фильтр для базара и кресло-каталку, да? Так, ну что, Да. продолжим, да. Ребят, Окей. такой момент. Я сейчас нахожусь супер
тихом, супер защищенном месте от всех собак, ящериц и кого только возможно. Вот. Но далее буду проходить через разные места, поэтому если вдруг ко мне какие-то будут вопросы, то, вероятно, я, наверное, не смогу на них ответить, поэтому если сейчас есть какой-то, не знаю, у кого-то был какой-то вопрос, да, что-то спросить, пообщаться, было бы здорово задать его, наверное, сейчас, как считаете. Вот. Я понимаю, что есть такой у нас таймтейбл, да, вот. Если, короче, можно задать сейчас вопрос, если кто-то хочет, то я думаю, сейчас самое идеальное Я время, потому переведу, что я буду понял. вас слушать, но не всегда Алекс, ответить. я переведу. Друзья, у вас есть сейчас уникальная возможность задать вопрос создателю, идейному вдохновителю этой группы, этого чата, тому человеку, который здесь нас всех собрал. Поэтому не стесняйтесь спросить на любую тему, видимо, можно, да? Пока Алекс с нами. И затем мы уже продолжим. Да, после такого представления, как Иван сделал, самый неловкий момент это бывает этот, как он называется, стрекот кузнечиков, да, или как-то так. Вот. Но после его я, конечно же, не боюсь, поэтому в любом случае мы подождем. А если что, Артур задаст подставной вопрос. Ну, окей. Не, ну вообще это Я шутка, у меня еще раз, сарказм, юмор, если что. да, Я думаю, у многие меня, кстати, поняли. у меня был вопрос. Э, Алекс, а скажи, пожалуйста, а кто за кем вообще вот позаходили, да, с тобой в этот проект, да? Кто за кем? Вот просто мне интересно из нас, кто вот самый активный, да? Кто за кем и как вообще происходило знакомство и кто что писал, вот, ну, просто чисто интересно, как это, ну, было прям детально. Да, кстати, прикольный вопрос. Ну, ты был самый первый. Вот, ты был самый первый в этом списке, ты написал, ты потом еще звонил на FaceTime, что мне очень-очень не нравилось, вот, потому что я стараюсь ограничивать какие-то, ну, типа, личные рамки, да, но всегда, как ты правильно замечаешь, когда захожу в телегу, стараюсь сразу по возможности отвечать. Вот, дальше что? Дальше залетел Иван со своим мега чумовым видосом, говорит, что шаги делают не все, вот, а с одеждой можно делать, творить просто разную дичь и сносить кабины. Нет, я Так что помню да, первый это... раз, когда я нашел видео твое на Ютубе. Я помню, я зашел тогда, я расскажу все, как было. Алекс сразу же пошло. Я захожу, у тебя первое видео. Или нет, одно из видео как раз про лутбоксы. Вот. И ты как бы рассматривал какие-то лутбоксы, открывал такой, и что-то там сказал, так, ну тут что-то какая-то какашка, тут что-то еще. Я так думаю, ну вроде нормальный же человек, там и голос приятный, все супер. Я говорю, ну ладно, короче, не совсем экспертно говорю. Я тогда серчил все видео о проекте Walking, кто что делает, ну и отсеивал что-то. Смотрю, понравилось, да. Вот смотрю, как-то так вот, как-то небрежно он отнесся к боксам. Нормальный человек, получил бокс, короче, и не рад такой, думаю. Написал так, говорю, не очень как бы экспертно, но ладно, тем не менее, подписка, лайк и комментарий в поддержку. Вот так вот началось наше знакомство. А потом я уже тебе прислал это видео, и написал, я тот самый парень, как бы, который на Ютубе там прокомментил. Все, и с этого момента, да, началось общение. Понял, кайф. Ну вот, да, Супер. так или иначе, да, просто по, по той речи, то, что была, да, до этого, я очень ценю то, что каждый из вас написал, каждый из вас познакомился, да, какие-то свои идеи привнес, и на самом деле это YouTube просто сказка, потому что он позволяет ломать границы, да, и в наше время, которое сейчас не совсем спокойное, получать вот такие вот супер контакты, которые, да блин, и просто пообщаться можно очень круто. И на тему Волкина пообщаться, и в принципе помочь, если, да даже элементарно в гости сходить, да, вот. Я каждый знаю, где, в какой стране каждый живет, и было бы очень здорово встретиться. Поэтому как-то так. Взаимно, Согласен. взаимно, Алекс. Окей, Вот, Алекс, ну, давай тогда, пока ты здесь, я еще вопросик задам. По поводу, у нас сейчас как раз следующая тема. И следующая тема у нас это вот обзор как бы таких нашумевших событий и предстоящих. Все у нас как бы нашумевшее, да, оно же как бы и предстоящее. Это анонс или преданонс этого колеса фортуны.
и первые намеки на то, что такое будут ранги. Алекс, твое мнение, как ты это видишь и какие у тебя впечатления, совпадает ли это с твоими прогнозами и что ты видишь, как это в будущем будет развиваться? То есть то, что ты говорил, вот эти скиллы, да, вот ранги, скиллы и поехали. Ну, у меня абсолютно точно нет никакой информации на этот счет. Вот. Есть только ну, какие-то прогнозы мы можем делать, да, исходя из прошлого пути проекта, который разработчики нам дают. Вот. И какой-то дорожной карты, и, соответственно, вообще логики, да, по геймдизайну. То есть есть такое понятие, как геймдизайн, да, когда люди разрабатывают игру, приложение, они создают те или иные ветки взаимодействия пользователя с приложением. То есть должно быть не только какая-то функция, да, оно должно быть интересно и прикольно взаимодействовать с ним. Вот, поэтому основываюсь я, наверное, больше на этих моментах. И, ну, если что касается экономики, да, на, в принципе, экономике, потому что экономика мне всегда очень нравилась, и много, много знаний по экономике я почерпнул. Вот, поэтому увидел, что можно, оказывается, применять какие-то математические законы в играх. Поэтому, что касается колеса фортуны в данном случае, да, ну, это 100%, ну, как бы я сделал, да, я могу, наверное, с этой точки зрения судить. Фу-фу-фу. Мне кажется, это история про гемы, про то, что чтобы люди ну, то есть чтобы мы не ходили постоянно, да, не вкачивали своих котов, это способ каким-то образом замедлить прогресс человека. Вот, и, в принципе, довольно правильно, потому что это помогает экономике. Вот, что касается рангов, абсолютно непонятная история, зачем она и в каком она будет ключе взаимодействовать. Ну, точнее, понятно, зачем она, да, потому что это обогащает пользовательский опыт. Это когда ты дошел до 10 уровня, ну что ты хочешь? Ты хочешь второго кота на 10 уровень перетащить. Ты хочешь потом их сбридить. После того, как ты их сбридил, у тебя их уже стало там несколько штук, да, куда тебе дальше двигаться. Вот. Ну, можно идти по разностям, но, к сожалению, к моему большому сожалению, нельзя как-то перепрыгивать с равности, да, потому что в настоящем животном мире, в котором мы живем, можно все-таки из двух разных экземпляров, да, получить нечто третье, получить какую-то мутацию и вот выйти, собственно, в равность выше. У нас волки не дает такой момент, но так или иначе, я думаю, дойдут ребята до этого, либо что-то интересное придумают. Вот. Поэтому ранги, да, это история про то, каким образом завлечь пользователя после достижения определенных показателей на 10, ну, после 10 уровня, да, на идти, чтобы дальше. Вот. Как это что будет, я не думаю, что это от этого будет заработок зависеть. Ну, то есть это менять будет экономику, вот. Слишком на нее сильно, мне кажется, будет влиять. Ну, Поэтому, я мне кажется, думаю, эта да, история здесь про фан будет. да, история про фан и про вот эти вот ранги, да, вот это как статусы, вот какие-то там, вот не знаю, скиллы, и может быть они потом уже в будущем мы будем видеть какие механики, ведь на АМе с Константином, да, один из разработчиков, он говорил о том, что ранги они еще, ну, вводить будут, может быть, там в следующем месяце или когда-то, да, именно механику саму их применения, но первое понимание о том, что такое ранги, у нас будут одновременно там с анонсами и с запуском колеса фортуны. Что мы на самом деле сегодня видим и то, что как раз нам говорит о том, что разработчики идут четко по плану. Если кто-то там как бы хочет что-то быстрее, ну, ребята, это все надо создать, это все нужно просчитать, это все нужно оцифровать и внедрить. Это не такой уж и простой процесс. И я понимаю, что всем хочется драйва постоянного, но все-таки как бы да, надо как бы, да, есть еще время, да, которое все-таки нужно подождать, пока это все допилится, так, чтобы это все было хорошо, работало, отлажено. Окей, то есть на самом деле, что у нас получается, все самое интересное впереди, какие-либо механики интересные впереди, ранги пока сейчас просто дают возможность как-то вот, увидеть то, что может быть впереди, и, соответственно, все равно в любом случае нужно действовать по плану, потому что те, кто динамично развиваются в игре и ну, стараются ее использовать, все ее возможности, на сегодняшний день уже где-то находятся там в районе 10 ранга,
как, например, это у меня. Поэтому для меня, например, вот я уже тиранги вводят, и для меня какого-то конкретного стимула куда-то развиваться это не дает, потому что если как бы уже где-то там нахожусь. Вот. Поэтому буду ждать следующих механик, а потом, пока будет интересно колесо, так колесо. Посмотрим, что оно даст. Главное, что это уже позитивно повлияло. И не знаю, ребят, как вы, но на сегодняшний день вот этот анонс с колесом и с рангами устроил очень интересную ситуацию на маркете. Флор просто подскочил, подрос, и я не помню. Ну, так перед боксами такое было примерно, да, и то не в таком ажиотаже. Сейчас просто вы как бы все ждали, что шмот подешевеет вдруг срочно там, да, а ничего такого подобного. Шмот улетел там в 2 раза по цене, да, и уже комонки по цене анкомона. Вот. Понятное дело, что это не самый лучший момент сейчас, чтобы закупаться, да, по-любому, как бы по принципу рыночному будет какой-либо откат. Вот. Ну, как, но тем не менее, вот реакцию мы это увидели, и реакция довольно-таки мощная. Да, я тоже хотел добавить, Вань. Смотрите, получается, я тоже говорил же, да, про генезисные коты, вот, которые, в принципе, тоже подорожали, но сейчас, может быть, откатились немножко там назад, где-то к 900 монетам, вот, но в дальнейшем я больше чем уверен, что они существенно будут дорожать, потому как все равно на там да, до 10 ранг, да, нужно будет там 3 кота генезисных любых. И, в принципе, есть смысл, да, их там делать десятыми. Вот. И я думаю, что закупать будут и с бредами со всеми, да, они тоже будут дорожать, будут стоить хороших денег. Вот, это во-первых. Во-вторых, розыгрыш лутбоксов. Я думаю, что рассчитывать на большое количество лутбоксов нет смысла, потому как вы не забывайте, что приток людей каждый день увеличивается. То есть людей не становится меньше, их становится только больше. Соответственно, когда будет розыгрыш лутбоксов, их будет меньше, то есть спрос на них будет выше, а вот людей будет больше. Э, Вероятность того, что да, кому-то выпадет лутбокс, тем более там с котом, он будет просто существенно мизерный, потому как там с последнего розыгрыша, да, прошло больше месяца, скорее всего. Так вот, представьте, пришло примерно столько же людей, сколько было до этого. И плюс еще, если в 2 раза уменьшить, да, количество самих лутбоксов. И еще я думаю, что они их поднимут в ценности, то есть цена на них будет выше в 2 раза. И вот вы представьте себе просто на секунду, насколько должна подорожать, то есть насколько должны подорожать коты, а именно генезисные. То есть мои ощущения такие, что они как минимум удвоятся в цене, это 100%. Вот. Это понятно будет, в принципе, после розыгрыша, да, вот, в принципе, для них нету смысла, скажем так, выпускать большое количество генезисных котов. Ну, это делается как бы для того, чтобы ихняя ценность все-таки была высокая, да, вот, то есть что-то должно быть в цене, так как, например, и легендарные, да, коты, их нету в большом объеме, в большом количестве, не просто потому, что как бы их тяжело купить, да, ну, я имею в виду, что они дорогие, вот, то, что они как бы в ограниченном количестве. И каждый из нас хочет получить легендарку. То есть мы все стремимся, чтобы у нас в арсенале, да, в нашей армии были легендарки. Вот у меня как бы нету, вот у меня максимально это рарка. Вот. Как бы я их ценю, я их, в принципе, хотел продать, но решил, что не буду продавать. Вот. И анкомонки тоже хотел продать, опять же, тоже думаю, ну, как бы не буду, ну, смысла нету, я там ничего не выиграю от этого. Вот. И как бы вот решил направить все свои средства, да, как бы реинвестировать вот, именно в генезисных котов. Ну, как бы это моя логика, да, моя система, вот я ее просто делюсь, вдруг кто-то захочет ее применить себе. Да, хотел еще сказать Ваня, Ваня, пожалуйста, давай мы тебе слово чуть позже дадим, потому как мы просто сейчас наш эфир очень сильно удлинится. Да, там будут вопросы, да, ты как раз задашь. Вот. Насчет колеса фортуны, вообще сделали очень классно, что все абсолютно могут в него как бы поиграть. Не дали большого количества крутилок, да, для того, чтобы
Я имею в виду, что вы не можете постоянно крутить, да, там 10 раз, 100 раз, да, как это сделано, например, в степене с камнями. То есть ты можешь выкупать с рынка камни, да, и крафтить их. То есть здесь сделали грамотно для того, чтобы люди не заигрывались в игру, и не всаживали деньги, потом как бы не переходили в чат, да, и не начинали как бы там очень нехорошо отзываться. Поэтому они сделали это в ограниченном количестве, то это всего 2 прокрута. Сделали минимальные абсолютно, значит, эти самые, как это называется, да, там крутилку, да, там за, если не ошибаюсь, 2 гема, да, и вторая за 7 гемов и 30 мисс Вот, то есть это как бы смешная цена за этот прокрут. И самое главное здесь получается, ну, как бы вот и чтобы перейти на 10 ранг, да, и там получить кота, получается, нужно, ну вот у меня сейчас самое сложное это накопить 10 тысяч монет, да, я их хочу как бы накопить и, в принципе, не трогать. Возможно, даже там они запустят, если стейкинг, то закинуть их туда и все как бы и не переживать вообще. То есть на 10 уровне на 10 ранге, да, я там буду крутить эту крутилку, может, когда-то выпадет код. Вот. И еще такой момент, почему генезисы очень ценны. Потому как вы можете посмотреть, что начиная от 1 до 9 ранга нигде не дается лутбокс. Вот. В лутбоксе только попадается код, то есть он только в 10 ранге, да, вот. И большая часть игроков, ну, насколько я вот вижу, да, у нас в чате и, в принципе, в официальном, очень много людей, которые уже очень близко к 10 рангу. Вот, и они, в принципе, сделали очень грамотно то, что есть определенное количество условий, и то, что монета холдится. Если монета холдится, значит, она как бы на рынке изымается из рынка, да, из оборота. То есть, соответственно, цена монеты будет расти, потому как будет как бы дефицит, да, вот. Поэтому это очень-очень положительно скажется, и когда уже выйдет эта фича, да, вот, реально как бы мы уже будем видеть реальные цифры, да, как она будет прям так спокойно, медленно, но расти, потому что все начнут выкупать и как бы и не сливать в стакан. Вот. Вот, в принципе, у меня вот такие мысли. То есть обнова очень крутая. Вот, все, соответственно, ее ждут. И я думаю, что будет как бы все еще круче. Вот. И у меня как бы под конец есть реально очень крутая информация. Вот. И я вам обязательно ее дам. Вот. Кто останется до конца, узнает. Вот. Иван, передаю тебе слово. Так, Иван на связи. Иван еще одни наушники использует. Скажите, как слышно? Супер, вот сейчас вообще отлично слышно. Да, бомбина? Подключил Вообще наушники Apple. бомбина. Вообще молодец, Так, ты что их народ взял? там, никто там это не оглох случайно? Все нормально? Да, очень А то тут громко, очень громко. уже начали гнать на Apple, говорят, в Apple не то, короче, все там то. Окей, друзья, мы провели наш розыгрыш, мы познакомились друг с другом еще немножко поближе, конкретно с Алексом, и мы рассказали о преимуществах нашего маркета, так что, друзья, не упускайте возможность получать прибыль в виде, да, там, продаж, профита и призов, которые мы разыгрываем. Обсудили, значит, у нас все события, которые были ближайшие, и двигаемся дальше. По плану у нас бридинг, тема серьезная, тема ответственная, и у нас гость, эксперт, серьезный и ответственный человек. Андрей, приглашаем тебя в эфир, залетай, и потихонечку начнем раскачивать эту тему. У ребят набралось много вопросов, мы знаем на них ответы. Да, ребят, всем привет. Всем, ребята, привет. Артур, Иван, как Алекс. слышно? Как Супер, слышно? супер. Отлично, отлично. Андрей, отлично слышно. Вот, мы тебя очень рады слышать. Вот, и, в принципе, всех будем рады слышать, кто с нами вообще в нашем чате, в нашем комьюнити. Да, все, передаю слово, Андрей. Спасибо, спасибо. Да, ну давайте сразу приступим к делу, да. Собственно, бридинг.
что это, зачем это и как я это вижу, да, я думаю, что мне Иван и остальные ребята помогут, какие-то, может быть, свои мысли. Значит, ну, я думаю, начнем с базы, потому что здесь, наверное, все-таки и новички присутствуют, и те, кто еще ни разу не бридил. Значит, первое, да, скажем так, бридить выгодно с каких левелов, да, частый вопрос. Если мы берем анкомонки и выше, то выгодно бридить с 10, с 9-10 левела. То есть либо десятки, тогда мы можем рассчитывать на то, что мы получим еще один 10 левел, либо мы можем бридить десятки и девятки, тогда мы можем получить либо тоже 9 левел, но передастся гены того, у кого была десятка. То есть, да, если мы бридим, допустим, там рарку и анкомонку, то можно получить более и шанс получить рарку, потому что передастся более важный ген у того, у кого был 10 левел. Это вот первое, что хотел сказать. Второе, я сейчас, наверное, скажу очень непопулярную вещь. Вот. И я до этого даже раньше не думал про это, но бридить можно и на 8 уровнях. Почему? Потому что если вам нужно, допустим, у вас мало своих котов, вы фармите, то сбридя 2 восьмерки, у вас есть шанс получить еще одну восьмерку. А это именно на комонках. То есть это не на рарных котах, только на комонках, потому что брид стоит 600, а восьмерку вы можете получить, она будет стоить там в районе 1000. То есть это тоже, в принципе, может быть выгодно. Вот. Дальше, следующий момент. С чего мы начинаем? По-хорошему, да, если, допустим, у вас нет бюджета большого, то, конечно, можно просто начинать бридить с комонок, иметь, допустим, 7 или 6 котов, чтобы у вас был x3 по гемам, да, и дальше вы двух тянете наверх, и после этого вы уже можете расширять свой пул этих котов за счет брида. То есть брид, если так вот, ну, с моей стороны глобально брать, да, это буст, это быстрее развитие, чем бы вы просто бы развивались в рамках обычных котов. То есть это есть шанс того, что вы можете быстро получить дорогого кота, да, там 10-го, там 9-го левела, и вам будет проще его поднять, соответственно, вам будет быстрее, вы сможете зарабатывать больше волкинов, зарабатывая больше волкинов, вы сможете быстрее, опять же, бридить. Вот, это еще один такой момент. А теперь общее еще по бриду. Многие вопрос, да, там будет, генезисы, как их бридить? Ну, мое мнение, что 2 генезисов бридить это нерационально, да, потому что даже по бридингу в мануале написано, что 2 генезисных кота не дают шанса больше, чем 5%. То есть большого смысла 2 генезисных бридить нет. Тем более сейчас, когда генезисные подорожали на вес золота, и нет никакого смысла. То есть есть смысл брать, значит, один генезисный и обычного кота. Вот, дальше их бридить. В чем еще интересность брида? То, что если вам везет, и вы получаете сразу десятку, то по большому счету вы уже накопив гемы, да, если мы берем там камон, анкамон и выше, вы сразу можете опять бридить. И при этом у вас брид может в цене не вырасти. То есть, по большому счету, вы можете получить там 3-4 кота по одной и той же стоимости. Что я имею в виду? Ну, допустим, мы берем там нулевые бриды, берем один генезис и один обычный код. Да? Допустим, вам не повезло, вы двойню не получили, но получили одну десятку. То есть брид стоит 600. Теперь, если вы берете, допустим, вот этого чистого кота и бридите его с единичкой, то брид стоит всего лишь 900. Но когда вы сбридили 900, вы опять получили кота нулевого, и вы этого нулевого кота можете сбридить с прошлым своим сыном, условно говоря, у которого тоже один брид, и опять за 900, да, и опять получить нулевого. И у вас еще будет кот, у которого один. То есть, по большому счету, у вас брид где-то 3 или 4 раза может не вырастать выше, если мы берем комонки, это 900. Если мы берем анкомонки, честно, не помню там по суммам, ну, в общем, надо посмотреть. Я сейчас просто анкомонки не бридил, я рарки бридил. Рарки это либо 1600, либо 2400. И получить за 2400, допустим, рарку этого самого
10-го левела, да даже там 8-го, да, с 2 генами, да, это очень круто. Вот. Это что касается именно вот самого брида, зачем это делать. То есть большой шанс быстро бустануть наличие котов, бустануть наличие рарных, господи, этих высокостатных котов, высокостатных, высоколевельных котов, да, тем более под ранги. То есть это вот первая вещь. Теперь вторая. Как мы смотрим гены и что мы делаем с генами и со статами, потому что важный момент, мы хотим получить выше, выше статы, чем они были. Значит, если мы берем комонки, то здесь мы как таковых не видим, какие могут там сработать гены, потому что они все серые. Здесь мы ориентируемся, ну, мое мнение, да, я, честно, комонки не бридил, берем два одинаковых, да, то есть там стамина, там спид и смотрим, что это, из этого получается. Но, скорее всего, будет повышение, но не всегда. Почему? Почему не всегда? Потому что как бы мы ни старались убрать шанс рандома, да, то есть какой-то процент, он всегда есть. И я так понимаю, разрабы специально это сделали, чтобы получать какие-то очень интересные и не всегда предсказуемые варианты. То есть как бы мы там не подгоняли гены геном, там, не доводили их там чуть ли не, там, на 98%, всегда остается шанс, процент, что вам выпадет не то, что вы хотите. Это вот надо понимать. И, ну, принимать, да, то есть может быть всего лишь 2%, и вам тупо не повезет, и вы попадете в эти 2%. У меня такое было, я про это тоже чуть позже расскажу. Вот. Это что касается комоновских. Что касается дальше там анкомоновских и уже цветных да, генов, здесь, ну, вот то, что мы даже с Иваном увидели, да, то, что, допустим, чем выше ген, тем он больше дает, кстати, какой-то определенный, да. Пока вот ситуация такая, из того, что мы бридили, это уши дается на скорость, хвост, самое большое это уши дается на скорость, хвост второе, значит, тело плюс мордочка это, это самый какого, сила, ой, стамина и окружение, и что там остается еще? Так, забыл. Окрас. Окрас, да, спасибо, Иван. Да, окрас это больше на силу. Вот. Значит, если мы хотим получить кота, ну, то есть той рарности, которая у нас заявлена. Если мы вот здесь, смотря в зависимости от цели, если мы просто хотим получить, допустим, кота той же рарности, то нам нужно брать гены одинаковые. Что это значит? То есть уши, там, хвост, чтобы у одного и у другого были как минимум по одному. Тогда шанс, что у вас попадется такой код, он там минимум, по-моему, 78%, ну, то есть максимальный. В идеале, конечно, что если бы у вас будут какие-нибудь еще дополнительные гены, такие же, да, разные, то есть шанс, чтобы перешло 2 гена, а то и 3. Вот. Если мы хотим именно получить кота той же рарности. Если мы хотим попробовать рискнуть и получить кота той же рарности, но при этом у вас нет одинаковых генов, то можно взять разные и надеяться, что оба передадутся, и тогда вам супер повезет, у вас будет новый кот, но уже с 2 генами. И вы уже сможете его бридить со старыми родителями нового кота и точно получать новых котов. Таким образом мы снижаем вариативность того, что вам выпадет ниже ниже рарность. Вот. Какой был случай у меня? Я из бокса достал легендарку сбридил с раркой, получил еще одну легендарку, вот, продал ее и купил другую с хвостом. У меня было тело и хвост. Зачем я это сделал? Конкретно у меня была цель взять разные гены, вот, чтобы получить при бридинге одного легендарку, но с 2 разными генами, потому что их очень таких мало, и они очень сильно ценятся. Вот. Почему я сказал, что лучше брать гены одинаковые? Потому что я так сделал. У меня был у одного кота ген значит, легендарный, живот, у второго хвост. В итоге у меня получился рарка. Ой, господи, эпик. Эпик, потому что у одного кота еще эпик ген был. В итоге у меня ни один ген не передался, потому что процент был ниже 50, ни второй ген не передался, потому что был процент ниже 50. В итоге получилось так, что ни тот, ни другой не передались. Вот. Это тоже нужно учитывать. Потому что если вы хотите рискнуть, да, и получить 2 гена на одном коте, вот я рискнул, но в итоге вообще не получил ни одного, ни второго гена. Это надо учесть. И так на всех уровнях. Вот. Если, допустим, у вас не пересекаются гены,
да, сколько лучше генов брать? Ну, как минимум, чтобы у одного было 2 гена, а у второго хотя бы 1. То есть, как бы, чтобы 3 гена было, пускай они будут разные, но хотя бы 3. Тогда вы увеличиваете шанс того, что хоть какой-то из генов передастся. Вот это такой момент, что касается генов. Что касается, значит, статов, то же самое. Здесь можно бридить 2 первых, да, вы бридите, и потом можно, если у вас хороший получился котлет, который, собственно, вы и планировали, дальше его можно бридить с теми же уже сына с родителями. Вот. Другой вариант – опять бридить родителей, потому что может получиться еще лучше. Вот. У меня есть опыт брида рарок, я 4 брида сделал, и все коты у меня были с ушами и с хвостом, и все у меня получались на скорость, на 82, 83, 85, и последний получился 95. Вот, хотя родители были стамина. Вот. Но последний код, как я, помните, говорил, что есть какой-то определенный процент, что он не поддастся вычислению. Вот у меня получился абсолютно такой же код, как один из родителей, он тоже был с силой. Вообще один в один, с теми же статами, прям вот ровно, да, только другое название. И он выглядит тоже одинаково, просто его по-другому зовут. Это тоже нужно учесть. Вот. Это что касается бридинга. Вот. Давай, Иван, подключайся от тебя. Да, я здесь. Андрей, шикарная информация, хороший опыт. И я думаю, многие себе отметили важные моменты. Они были такие, что самый лучший способ брида и самый лучший, да, выгодный – это у нас 10-е левелы. И минимально это 9-й левел. Также есть возможность бридить на 8-м левеле, но если задача просто для того, чтобы усилить фарм и сделать одного из потомков, как бы не рассчитывать на высокие левелы, потому что на высоких левелах, на 10-м левеле мы можем сделать потомка тоже 10-го левела и также запустить его в брид. Не факт, что это произойдет, но вот больше раз происходило у людей, даже с первого брида вылетало десяточки, не у всех. Вот у Юрки он все там, да, получается, с 8-го или с 14-го брида десятка выпала. Также брид. Вот, Андрей, тебе вопрос. У нас тут просто бывают люди, которые не до конца понимают и говорят, что брид – это невыгодно. Вот можешь ты как-то это подтвердить, опровергнуть и в каких случаях? Да, давайте поговорим за экономику отдельно. Значит, брид – это супер выгодно. Это максимально выгодно, я не знаю, то есть объясню, значит, почему брид выгодно. Почему говорят, что брид невыгодно? Потому что ты, когда бридишь котов, у них получается, соответственно, 1-2 брида, и они теряют стоимости. Да, они теряют стоимости, если вы хотите их продать. А у меня вопрос, а зачем их продавать, если они 10-го левела, они вам копают монету, и рано или поздно, если его не продавать, вы его полностью окупите в ноль. То есть он вам будет стоить ничего. И тогда вы сможете его продать за любые деньги, хоть за 100 волкинов, но просто он вам все окупит. То есть я, допустим, у меня рарка одна генезисная, я ее буду бридить в ноль, у меня еще там один брид остался. Вот почему еще брид выгодно? Потому что, во-первых, вы можете получить крутого статного кота, там, если берем, там, допустим, рарки, да, за 1600, за 2400, даже за 4000, это выгодно 10-го левела, 9-го выгодно, 8-го, даже 8-го выгодно. Самое невыгодное, да, это я соглашусь, отчасти, это 7-ку, да, потому что ее там надо долго качать. В 3 случаях из 4 это выгодно, потому что у вас код, которого он с нулевым бридом, вы можете его продать, его нулевого, если уж там на то хотите, да, вы можете его сбридить за недорого со старыми котами, с крутыми, да, с генезисным, допустим. Поэтому брид – это вообще буст для, как я уже говорил, для вашей экономики, для вашей токеномики, чтобы вы быстрее начали зарабатывать волкины. Те, которые у вас там с бридами, их не надо, я не вижу смысла их продавать. Мое мнение. А зачем? Это код, который вам копает. Какая разница, сколько у него бридов? Он рано или поздно себя окупит. Если вы играете в долгосрок.
Если, опять же, да, вы хотите иметь одного кота, там, с 0, зарабатывать 0,1 Волкин и ждать, когда Волкин будет стоить $10, но это не про эту тему, да, мы же это понимаем. Вот здесь вы просто ими дальше продолжаете копать, и неважно, сколько на нем сделано бридов. Если вы не продаете, вот это выгодно, пока вы не продаете. Если вы начинаете продавать, да, тогда там может быть какие-то там невыгодные истории. Вот, и поэтому я вот считаю так, что нет, брид это очень выгодно, это недорого, вы за недорого можете получить очень крутых котов. То есть те коты, которые на маркете стоят, там, если мы берем комонки там по 4, по 5 тысяч, да, сейчас комонки, наверное, стоят, вот, то вам он может задаться за 600, понимаете, за 600 Волкинов, там, за 900 Волкинов, хорошо, даже там за 1200 Волкинов он может вам достаться. Даже пускай 8-й левел, вы все равно всегда его окупите. То есть, Андрей, да. а скажи, пожалуйста, такой вопрос, значит, сколько у тебя вообще котов? Вот, это первый. И второй, значит, и вот у меня тут задает вопрос человек, да, правда ли, что каждый следующий брид может получиться круче, или это миф? Вот, ответь, пожалуйста, на вот эти два вопроса, Так, если не секрет. нет, не секрет. У меня 14 котов. Из них у меня сейчас 5 рарок, 2 леги, 1 эпик, и 3 осталось у меня обычных коммоновских. Потому что я коммонки... У меня стратегия такая, я сейчас меняю коммонки на рарки. То есть я продаю коммонки, и дофармливаю до брида, если мне нужен там до брида, до рарки, и брижу рарки. Все. То есть еще так... вот почему еще выгодно. Вы перестаете покупать котов. Ну, то есть вы можете себе сделать кота, который вам нужен. Я перестал покупать котов. Единственное, что сейчас разрабы такие нехорошие заставили меня купить еще одну генезисную, третью, чтобы у меня на 10-й левел, 10-й ранг получить. А так я не вижу смысла после вот того, как вы начинаете бридить, покупать котов в принципе. Вы можете купить только донора в формате генезиса. То есть, чтобы потом еще бридить. Но если вам повезет, вы можете сразу 2 и 3 кота вытащить. То есть, это вау. Ну, вот мне за 6 бридов ни разу больше единички не выпадало. Всегда по одному коту. Вот. 14 котов, правильно посчитал? 5 плюс... Ну, в общем, 14. 5 рарок, 2 леги, эпик и 3 или 4 там, получается, у меня коммоновских. Мгм. Вот. Так, и второй ты, что ты еще сказал, второй? Так, правда ли, что можно с каждым последующим бридом делать круче, значит, кота? Да, можно, если вы будете скрещивать потомство с тем, с кем вам нужно. То есть вы, допустим, получили хорошее потомство. Вот как у меня, допустим, я со своих рарок получил потомство у одного спида, у второго спид. Вот я их сбрижу, получу, скорее всего, еще выше спид. Но, как я уже говорил, всегда есть шанс того, что вы можете получить хуже. Это есть всегда. Это какой-то определенный процент. Даже я вам больше скажу, когда вы бридите, допустим, рарку с раркой, то и у вас нет, допустим, генов анкомоновских, вот у вас нету просто у одной ген рарный и у другой ген рарный. Когда вы их добавите в бринг и посмотрите, что у вас может получиться, вы увидите, что там маленький процент есть, появится анкомона. Это, я так понимаю, специально сделали разработчики, чтобы нам веселее было жить. Потому что у меня, допустим, один из бридов так и получился. У меня не было хвоста анкомоновского, у меня были у обоих котов рарные хвосты. Но при этом, когда сбридился один из моих потомков, у него получился анкомоновский хвост, хотя такого гена не было, в принципе, вообще. Поэтому вот такая штука. Это как раз и есть то, что мы называем мутацией. Как ты думаешь? Как ты считаешь? Да, это как раз-таки мутация. Поэтому, да, можно получать котов лучше, но всегда нужно иметь в голове, что есть шанс, что выпадет хуже. Вот. Выпадет ли из первых лучше, тоже такое может быть. Но здесь, опять же, да, мы подбираем по генам. Мы стараемся подбирать по генам, смотря что мы хотим получить. Всегда нужно понимать, что ты хочешь получить, какая у тебя цель. У тебя цель там получить на продажу кота, либо у тебя там цель получить высокостатного, оставить себе его, либо на продажу, надо здесь смотреть. Вот. Ориентироваться можно, как я уже сказал, да, то, что уши, хвост – это скорость, значит, тело, мордочка, стамина и окружение, окрас – это сила. Ну, пока в большей вероятности, давайте скажем так, оно работает именно так. Но никто вам не скажет на 100%, что именно так это работает. Мутации, да, вот их никто не отменял. Спасибо большое.
за ответ. Ну что, был очень-очень развернутый ответ. Вот, Андрей у нас постоянно в чате. Вот, можете ему задавать вопросы. Вот, он всегда с радостью отвечает. Поэтому находитесь, общайтесь, пожалуйста. И мы будем стараться максимально информативно проводить все АМы для того, чтобы была максимально большая польза для прогресса в игре и вообще просто для хорошего настроения и, в принципе, для очень классных коммуникаций действительно с крутыми людьми. Вот. Ну что, Иван, что там у нас дальше по программе? Окей, по программе давайте Ребят, сейчас, а можно знаете, я прям ремарочку по рангам Да, скажу? да. да. Очень чешется, честно скажу. Значит, по рангам, что хотел сказать. Абсолютно с Алексом согласен, когда он сегодня вот эту мысль сказал, что разработчики, они максимально стараются замедлить наше продвижение. Вот это вот я прям тоже с ним полностью согласен в этом. То, что вот эти все... Потому что вот я должен был бридить, у меня были деньги на брид. Блин, ну я пришлось покупать кота, чтобы третий генезис был. Ну вот зачем мне это делают? Вот, поэтому да, они таким образом нас немножко тормозят. Они хотят, чтобы мы развивались плавно, плавно, и платно тоже, да, потому что И платно, и плавно. да, если такой вопрос, я фиаты закидываю, но уже гораздо меньше. Я по чуть-чуть, ну, здесь я в рамках своего инвест-портфеля выделил определенную часть и как бы спокойно, это на вот всем, да, кто там говорит, как распределить деньги, просто какую-то часть выделяете и не боясь, просто кидаете, что вдруг потерять, все. В рамках этого портфеля я вот, собственно, по чуть-чуть кидаю там, вот и все там с самого начала. Ну, до сих пор докидываю, потому что хочу развиваться чуть быстрее, чем этого хотят разработчики. Без доната это делать очень тяжело, если только сильно фартанет. Вот. По рангам, значит, первое. Мне кажется, во-первых, что будут еще ранги. Вот это вот такая очень глобальная вещь. Потому что везде по 3, а 10 он один. И он только на Basic. Это, возможно, будет 11-12 ранг, 13-14, 15-16, 17. Ну, то есть вы поняли, еще по 3 ранга. Но там уже будут, конечно, гораздо выше условия. То есть там уже будет стейнинг, может быть, и 50 тысяч волкинов, ну, вы понимаете, да. Почему они сейчас это не сделали? А нет смысла. Они, скорее всего, посмотрели, на каких уровнях люди находятся, большинство, скажем так, да, и поэтому нет смысла выкатывать. Даже у нас в чате, да, практически всем что-то нужно как минимум добить до 10-го, а кого-то там и до 8-го, и до 9-го, да. Потому что, допустим, брать меня, у меня тоже нет 10 тысяч волкинов, потому что я их не коплю. Только мне хватает на брид, я сразу брижу, сразу. Даже иногда еще докидываю фиата, чтобы быстрее бридить. Вот, поэтому у меня 0, они не копятся, гемы тоже не копятся, все сразу идет в развитие. То есть у меня реинвест я не вывожу 0, ничего не, только чуть даже докидываю. Вот, поэтому что касается рангов, что касается колеса, это нормально, что 2 раза дали. Ну ладно, лудоманов отсеять, потому что реально, если бы это было просто бы казино, да, то есть они бы сделали бы казино, как в других играх, во многих сейчас практически это все донатное казино, да, это было бы превратилось в обычное казино, и все бы это тоже опять же загнулось. То есть разработчики, они пытаются все-таки вот как-то вот идти по краю с одной и с другой стороны, вот это вот, чтобы никто сюда не упасть. Потому что если они упадут, то все, это все закончится. Вот. И для новичков, для тех, кто там будет рефералка, конечно, сейчас заходить гораздо, вообще просто лучшее время. Лучшее время, потому что токен очень сильно упал. Я заходил по 0.13, да, чтобы вы не думали, что я тоже там... Аналогично. Да, по 0.13. Аналогично. 0.16 у меня 0.6, было. да, но мне повезло, я как вот Иван тоже вытащил 750 на Байбите розыгрыше, вот, но я докупал на боксы, первые мне не попались, вот, а вторые мне попались боксы, на них я тоже докупал. И у меня сейчас средняя цена Волкина 0.75, по-моему, что-то типа того, потому что я чуть-чуть подкупаю, и из-за этого у меня падает средняя стоимость Волкина. Кстати, тоже советую так всем делать, а не ждать, пока вырастет токен. Так быстрее он у вас упадет, и вы быстрее откупитесь. Вот. Ну, я, конечно, если брать капитализацию всей этой истории, конечно, она у меня отбилась, да, если сейчас все продать. Но, опять же, если сейчас все продать. В капитализации я, конечно, уже давно отбился, но в капитализации. В деньгах ничего, ни рубля не вывел. Только все завожу. Все, спасибо.
Мгм. Да, спасибо тебе, Андрей. Очень-очень было тебя приятно слушать, и информация была реально топовая. Вот. Спасибо тебе большое. Вот. Иван, пожалуйста, даю тебе слово. Да, Андрей, от души благодарю. По-моему, ребята, это, наверное, первый там, да, и единственный такой, так сказать, такая АМА по бридингу с такой развернутой информацией. И просто, я не знаю, если где-то еще есть, кто-нибудь видел, слышал, знает, кидайте в чат, будет очень интересно тоже посмотреть за опытом других людей, если кто-то также вот делится информацией открыто и имеет какие-то хорошие результаты. Давайте тогда подытожим то, что сейчас у нас было, а именно это тема бридинга, скрещивания котлетов и выведения породы. А, Что мы теперь знаем, да, что это действительно выгодно, это очень интересная механика, и ей надо пользоваться, но есть, конечно, техника безопасности, которую нужно соблюдать. Конечно, брид может быть невыгодным, а именно если бридить, например, на самых там низких левелах, да, там на шестых каких-нибудь, седьмых, то есть там бридить смысла никакого нету. Чем выше тащим мы котлета по уровням, тем лучше будет результат брида. Подходить к бриду нужно внимательно, нужно по максимально стараться, да, набирать как можно больше информации параллельно с тем, как вы копите монеты и гемы на эти самые бриды и, если что, левелапы. И к тому моменту, как вы уже собираетесь нажать на кнопку брид, вы должны обладать максимальным количеством доступной информации и быть на 100% уверены в том, что вы делаете. И в то же время быть готовым к тому, что может произойти какая-нибудь лажа. Но это не значит, что вы как бы в чем-то ошиблись, если, конечно же, вы тщательно готовились к этому бриду, и, возможно, там второй, следующий брид уже будет более удачный, потому что рандомную составляющую никто не отменял. Также в бриде у нас есть мутации, так называемые, и эти мутации, обратите внимание, они, в отличие от других каких-то игр, где можно делать всякие скрещивания, минты там, да, здесь мутация работает на понижение. Я не знаю ни одного случая, когда бы при мутации какого-нибудь эпика или рарного гена вылезало бы, с отсутствием легендарного гена, вылезало бы лего. Вот, поэтому на это рассчитывать не стоит. Есть, можно, так сказать, бридинг разделить на две части. Бридинг есть для, так скажем, выведения породы непосредственно, да, для чего он создан и что под собой несет это понятие, а также можно просто за счет брида улучшать, ну, увеличивать свой профит на маркете, да, то есть именно выведение породы для продажи. И в этом случае есть такие варианты, как брида рарного котлета с коммоновским, да, то есть зеленого серого, синего серым и так далее, вот, получая какого-то цветного котлета, но при этом при всем будете готовы к тому, что на максимальная там, совокупная мощность там, какого-нибудь рарного котлета, у которого она 190 по статам, может получиться такая же, как у коммоновского котлета, вот, то есть все равно будет что-то да на понижение. И такой вариант, когда мы какого-то цветного котлета бридим с серым, это вариант как раз именно для маркета, для перепродажи и для получения таким образом профита. Если же вы хотите просто развиваться, больше фармить, выводить там породу, или же вы хотите просто действительно элитных котлетов делать для продажи, да, для людей понимающих, тогда лучше между собой видеть рарности, смотреть, обращать внимание на гены и пытаться делать так, чтобы, ну, хотя бы совокупная мощность хотя бы была не меньше, да, вот. При хорошем раскладе, конечно, максимальная передача генов и вытягивание доминирующей статы. Так что брид – это круто, брид – это интересно. Аналогия здесь практически полная с бридом из селекции, которая происходит у нас в выведении различных пород котиков, собачек и так далее. И думаю, если покопаться и там, тоже можно найти будут интересные варианты, потому что все, эта модель, она отображается в нашей игре. Благодарю, Андрей, за крутую информацию. Очень полезно, очень приятно было тебя слышать. Ты отличный эксперт, реально умный, мудрый человек. Ждем тебя еще в наших эфирах, обязательно пригласим. Переходим к следующей части.
Спасибо, что позвали. Спасибо, что позвали. Я сейчас в чате напишу, сколько у меня реальных котов и каких, для тех, кто за мной считал, потому что я что-то нагнал. Там, я чуть побольше их. Сейчас, в общем, напишу, не буду сейчас здесь. Супер, супер, давай, ждем. Окей, Артур, ну, у нас заключительная часть нашей АМЭ, она у нас состоит в ответах на вопросы. Смотрите, у нас есть Дэн, Иван, уже тянут руку, и мы можем приступать. Да, даю сейчас слово Дэну. Так, все, пожалуйста. Дэн, ты на связи? Слушаем тебя. Дэн, раз, два, три. Нажми, пожалуйста, на микрофон для того, чтобы ты мог говорить. Крутая АМА. Слышал ее с самого начала. Супер, благодарю. У меня просто возник один вопрос по бриду. Очень такой сразу. Вы говорили там, что типа если я просто отдышусь немножко, то, короче. Коты гуляли. Да. Вы сказали, что как будто если бридите по генам, есть такой маленький процент, что может быть хуже и попадется, ну, если бридить рарки, то может попадаться типа анкамонка. Вот, если бридите эпиков с ункамон или легендарку с раркой, там тоже есть маленький процент, что выпадет что-то между. Это выходит, как будто это не понижение. Ну, смотри, понижение... Если легендарку с раркой. С раркой и получится эпик. Да, но у тебя же была легендарка, у легендарки ты выжег брид, и потом еще смотришь совокупную мощность. Вот это надо смотреть у потомка. Какая она будет, понимаешь? Там у тебя может быть у легендарки там 200 плюс, да, а у там, это все 90, все равно вот, считать как понижение? Ну, я считаю, да. То есть наша задача же вывести как можно большую рарность и как можно большую мощность. Если у нас произошла рарность ниже, да, то есть той, которая у нас там была одной, хотя бы одним из предков, то, соответственно, это на понижение. Ага, ну хорошо, спасибо. У тебя же был основной родитель, он у тебя был высшей рарности, да? Ты с его брида получил уже низшую рарность. Я понимаю, что ты считаешь от меньшего, ты сейчас посчитал от рары, ты получил от рары, но при этом при всем у тебя лего у тебя скатилось вниз. Ну да, но ты понимаешь, что все равно как лего, если смотреть по рынку, ты ее так легко не продашь. Ну пока, может быть, да. Вот, но как бы при этом при всем нужно, ну, тоже понимать, да, вот, что если бы ты, ну, лего, она просто не так быстро продастся, но она продастся хорошо, да, это для неторопливых людей, это не самое оборотное, это не комонки, там, да, даже анкомонки, вот, потому что это для уже таких людей, как бы, которые готовы, да, покупать, и вообще, вот, понимаешь, как, можно же каким образом подойти к бридингу, и кто-то уже так подходит, и мы развиваем эту тему, ведь можно подбирать и делать бриды на заказ кому-то, правильно, и кто-то уже давно это практикует, да? Вот, для того, чтобы выводить какую-то конкретную породу. Это будущее. Нет, уже это происходит. Вот смотри, я думаю, для гильдий давным-давно, если последить за маркетом, как там прыгают котлеты всякие разные, то там видно, что кто-то их создает и кому-то продает, потому что там эти котлеты, которые были с брида, они попадают на кошельки, на которых играют уже, а не на которых бьют дальше. Ну так. Так что, если будет легендарный код, приходи, мы его продадим на маркете. Мы тебя ждем. Ну, сегодня будет брид, я поэтому и гуляю с котами. Завтра будет результат уже. Можно я свои ремарочку ставлю? Конечно. Значит, смотри, что касается, когда это хорошо или нехорошо, можно ли получить? Да, можно получить хуже. Можно ли получить лучше? Да, можно получить лучше, если тебе супер повезет. Конкретно мой пример. Я бридил легендарку с раркой. Брид стоил что-то 5400, что ли, что-то типа того. И я вытащил легендарку. Это в плюс. Ну, однозначно, да. То есть я бридил даже не 2 леги, а получил легу. А когда я бридил 2 леги и получил эпик, вот это в минус.
Ну, я так считаю, по крайней мере, потому что я затратил 2 легендарки, 2 брида с легендарок, а получил не легендарку, а ниже. Ну, вопрос был в том, что если легендарку с ункамоном, ты на ункамон типа не тратишь много денег, и ты получаешь как будто рарку или эпика. Там Случайным очень образом. маленький шанс. Я понял твой вопрос. Там 2%. То есть это вот, ну, это если тебе супер фартанет, понимаешь? Ты либо получишь, возможно, даже легендарку, что будет очень интересно, очень круто, если ты это вытащишь. Но, скорее всего, ты получишь что-то ниже, где у тебя больше будет генов. Опять же, здесь надо смотреть, что ты будешь брить, какие будут Андрей, гены. помнишь, вот мы как раз недавно это разбирали и тоже делали эксперимент, ребята, как раз Uncommon 10 видели с коммонкой 9 и передавали именно какой-то ген, да, то есть там получалось так, что на 10 левеле анкомонка была сильнее, да, и с комонкой 9 как бы вот у них получался потомок уже анкомоновский. То же самое делали с рарами, но когда рары были, там совокупная мощность снижалась. То есть, вероятно, по такому же принципу можно легу держать на 10, анкомон держать на 9, больше вероятности мощности леги и выведения леги, но при этом быть готовым, что суммарная мощность котлета будет ну, где-то ближе уже к анкамону. Ну да, Как то тебе есть такое? вот здесь может быть бриттой быть и невыгодным, потому что можешь очень пожечь легу, пожечь анкамона, получить, да, очень низкий вариант. Ну, это вот Короче, это у каждой бридит, у каждого свои цели. Один для фарма, другой ну, для... да, то есть я здесь согласен, что есть один, допустим, для фарма, чтобы получить 10, да, вот. И есть тема, что ты хочешь передать ген, да, но он не будет сильным. То есть здесь тяжело сказать в том формате, что процент не такой большой. То есть, а если не повезет? И что, и ты получишь вместо... Там, где бридили 10 и 9, Слушай, там знаешь, я так скажу тебе, Андрей, у выпал него анкам. есть лего из бокса. Вот, знаешь, вот, что хочет, пускай, кто с ними делает. Мы просто потом запишем этот опыт к себе и будем уже знать, что получится. Если у тебя, не, просто если у тебя уже они готовы, ты можешь перебридом просто нам ради интереса в группу даже отправить просто. Да, Хочу я там надо отправил, посмотреть, Иван сказал вообще, что там моя коммунка будет. там надо смотреть проценты, так мне тяжело сказать. Вот жалко, такой момент сейчас скажу, у меня как раз таки эпик был 9, и вот эта вот история, что передается ген выше рарностью и выше левелом, блин, я его узнал ровно через день, когда поднял эпик на 10. Я бы попробовал, я бы скрестил бы свою легендарку 10 с эпиком 9. Блин, и я его вот поднимаю на 10, и кто-то вот это вот сообщение, что можно вот так было сделать. Блин, я думаю, ё-моё, ну чуть-чуть пораньше бы на денечек. Вот. А сейчас у меня такая история, я там посчитал, у меня 7 рарок сейчас, 7, не 5, а 7. Я одну купил же еще генезисную. И я сейчас купил такую генезисную, что у меня один ген пересекается с другими генами, а 2 нет. И я буду бридить уже, чтобы наверняка получить рарку, у меня будут уши совпадать у одного и второго кота, а у одного будет окружение, а у другого будет хвост. И я хочу таким образом получить 3 гена. Да, ребят, я вас перебью, просто чтобы не затягивать нашу аму, она уже, в принципе, идет 1,5 часа. Вот. Иван, скажи, пожалуйста, что у нас дальше по графику, и будем двигаться. Так, ну смотри, Там у нас Ва- еще там один Ваня есть еще есть. запрос От на Вани. эфир. Ваня, давайте ему дадим слово. Он Да. хочет, да, понять, как ему действовать дальше. Я уже даже предполагаю какой вопрос. Let's go. Давай, даем слово, Артур. Да, даю. Да, Ваня, ты на связи, пожалуйста. Ваня, включай микрофон. Здравствуйте. Да, привет. Да, слышал у вас по скрещиванию. Да, я скрещивал, то есть тоже 2 легендарки, и в каждой легендарке было по... Да, мы тебя слушаем. И в каждой легендарке было по одному гену легендарного, и получилось Ункамон 10-го левела. Хотя он не должен был там появиться. Как так?
Мгм, мгм. Андрей, это Хорошо. как раз то, о чем мы говорили. Да, абсолютно точно. Ну, еще был случай, когда скрещивали две легендарки с разными генами легендарными, и получился камон 10-го. Тоже такое видели. Нет, вы когда всегда бридите, там же есть вероятности. Вы всегда смотрите, вы не забывайте, что Иван правильно говорил, что серые гены тоже гены. То есть шанс получить с 2 лет камонку, он огромный, если гены не одинаковые. Поэтому я получил эпик только по той простой причине с 2 легендарок, потому что у меня был ген эпика. А если бы он тоже не передался, я получил бы камонку. Поэтому... Андрей, смотри, у меня было 2 рарка, обе рарки были, значит, с хвостами, то есть и там, и там. И вероятность рарки была, не помню, около 80%. 78 Вот. там. Да, 78. И мне выпала комонка 6 уровня. Ну, потому что ты явно бридил не на 10-х, правильно? На 10-х, на 10-х. Нет, Оба а 6 были на уровень 10-х. тебе не мог выпасть камонка 6-го. Выпал 7-й 6. минимум. Нет, 6 уровень у меня именно прям вообще топ самый низкий выпал. Вот, у меня один был генезисный, значит, генезисный с лутбокса, с премиума. Вот, мне дали один лутбокс, да, и вот этот премиум лутбокс, у меня был там рарк. Вот, я его первый раз скрестил с анкомонкой, оба 10-го выпал рарк, вот, с одним рарным геном, вот, и потом я рарк, тот, что дитё у него выпало, да, вот я его скрестил, значит, с родителем, и получился у меня 6 уровень, комонка, и при этом один генезисный, понятно, и тот, что выпал же, он же не генезисный. Вот, то есть у меня такая ситуация была. Ну, рарка, Вот. которая тебя сын, она же, так помню, 10-го была, я же говорю. 10-й. Выпал 10-й уровень. Подожди, 10 и 10 ты получил 6? Да. Это как-то очень странно. Там даже нет Да. такого, по-моему. Ага. Так, ребят, Ничего давайте себе. дадим Ивану слово. Он написал свой вопрос, но я так понял, что ему хочется что-то еще узнать. То есть не до конца он Ваня. раскрыл его. Ваня, микрофон, и скажи, пожалуйста, у нас времени не очень много. Иван, включай микрофон, пожалуйста. Я тебе слово дал, если у тебя еще есть вопрос. Если нету, значит, мы продолжим. Так, Иван? Ваня, все, Иван. Ваня ушел. Вот, я так понимаю, что он, скорее всего, получил ответ на свой вопрос, потому как это у него просто получается, как это называется, да? Неудачный брит. Ну, неудачный брит – это, скажи мне, рандом, да, вот этот, который… Вероятность, да, вылетела такая. Ну Да, вот это да, может да. остановить, да, но здесь принцип тот, что надо продолжать, да. И Мгм. нужно быть готовым к лаже, как я сказал, даже при том, как уже все просчитано, все выверено, но есть этот рандом, есть вероятность, и это придает на самом деле интрижки. Каждый раз, когда нажимаешь на кнопку грид, внутри что-то очень-очень сильно трепещет, и, конечно, это очень, да, захватывающая такая процедура. Окей, друзья, давайте будем подводить итоги нашей сегодняшней амы, наши с вами бомбезные вообще амы. Окей, что мы сегодня Да, разобрали? супер. Что мы получили? Мы сегодня анонсировали и провели первый наш вообще дебютный розыгрыш с призами. Я очень этому рад. Я помню, с чего все начиналось, да, там 30 человек в чате, там, да, или даже меньше, потихонечку общались друг с другом. И здесь мы, получается, организовали сообщество, непосредственно то, что называется в криптомире, да, DAO. И за счет этого DAO мы развиваем фонд на маркете. Каждый участник, он, можно сказать, вкладчик, да, в развитие этого. И мы растем, это видно, это динамично. И уже мы проводим конкурсы и вручаем призы. Это круто, я всех поздравляю, это реальный успех. Ребята, все, кто в нашем чате, вы все делаете контент, вы красавчики, молодцы. И всем респект. Дальше. Я присоединяюсь, Следующий. Иван. Я присоединяюсь к твоим словам. Все супер, да. Все молодцом.
Окей, мы провели конкурс, мы разобрались с бридами, ответили на какие-то более всего интересующие вопросы. Многие ответы вы уже получили, исходя из той информации, которая у нас здесь была. Дальше мы переходим уже, да, АМА, может быть, сейчас заканчивается, но общение идет 24/7, поэтому всегда рады видеть вас в нашем чате. Заходите, спрашивайте, не стесняйтесь, будьте готовы к тому, что будет какой-то рофл там или что-то еще. На самом деле у нас здесь отборные все селекционеры, спортсмены и просто хорошие люди, которые всегда рады помочь, подсказать, поддержать и вместе развиваться. Да, Вань, я тебя поддержу. Вот у меня еще есть пару слов. Я обещал, что у меня есть инсайдерская просто инфа. Она может быть не супер-супер крутая, но, думаю, интересно будет абсолютно всем. И эта информация, я думаю, что разойдется за пределы нашего чата и пойдет дальше гулять. Значит, ребята, я сейчас скину, значит, в общий чат, значит, такое приложение, в которое играет мой ребенок, да, вот. И меня сегодня жена подсказала, говорит, Артур, ну слушай, типа Лусинешка играет же в такую игру, которая называется Бубу. Бубу это, короче, игра с котом. Вот, и я вам скажу, что на самом деле наша игра двигается именно в эту сторону. И самый прикол в том, что все артефакты, которые у нас есть, и там гемы, отрисовка гемов, отрисовка одежды, отрисовка там разных котов, и котов тоже, и там мышки, да, вот эти разные аксессуары, значит, это все отрисовано реально оттуда, и там реально 50 миллионов скачиваний. Вот, я вам сейчас скину, значит, видос «Колесо фортуны», там тоже есть, ребята. Я просто был в шоке, когда она мне показала. И там именно значит, там две основные монеты. Это кристаллы, это наши гемы, и монеты такие же желтые, как и у нас. Вот, ну, короче, я начал смотреть, листать, значит, эту игрушку и просто офигел, насколько она просто практически один в один, просто все это подогнано именно под нашу механику, то есть именно вот, значит, под крипту. Вы просто сейчас посмотрите, и там прикол в чем, что можно кормить кота, что там тоже есть ягоды, что там, кроме ягод, там очень много еще разных, значит, разной еды, вот, и что там тоже есть энергия, что она тоже должна восстанавливаться. Короче, ну просто, я вам говорю, вы просто сейчас офигеете, Артур, насколько крутой ты способ. смотрел, кто разработчики? Кто А, сделал ее? Слушайте, я не знаю, кто разработчики, потому как я пытался тоже этот момент посмотреть, но я его не нашел. Скорее всего, я думаю, что они эту игру сделали на заказ кому-то, то есть кто-то попросил эту игру сделать, да, потому как Алексей говорил, что они сделали более 50 разных приложух, игр и так далее, то есть у них опыт просто колоссальный. И у меня просто в голове, это когда все сложилось, у меня просто такая бум, пушка. Вот, это произошло вот буквально за полчаса до Амы, да, и я просто не мог просто насладиться тем, что я просто клацаю ее, я понимаю, что это наша игра. Вот, ну, короче, я сейчас вам скину «Колесо фортуны», я напишу, как эта игра называется, я уже ее, короче, себе скачал ее. Короче, я сейчас буду ее тестить, смотреть, как вообще там все это происходит. Ну, Супер. это, короче, это тамагочи, короче, но затягивает очень круто. И я вам скажу, что это очень-очень далеко пойдет. Вот. Все, не буду долго этот самый тянуть. Вот, ожидайте, сейчас все скину, вот, всю инфу, и Окей. будете смотреть. Смотри, супер, Артур, это вообще просто у нас эпическая, да, можно сказать, легендарная концовочка Амы. Да, да. Кто-то, может быть, знал об этом, может быть, кто-то видел.
Кто-то, конечно же, в основном нет. И что это нам дает информация? Посмотрев эту игру, разобравшись, какая механика там, мы можем уже примерно понимать, что будет в Волкине. И, исходя из этого, уже как-то более-менее плюс-минус выстраивать свою стратегию развития. Супер. Артур красавчик, вообще инфа вовремя. Сегодня у нас просто бомбезная ама. Очень много крутой информации, призов, инсайтов, специалистов, гостей. Супер. Готово, ребята, держите. Сейчас уже пишу имя. Вот. Так, все, ссылочка пошла. Там сразу колесо фортуны. Вот. И сейчас вот я пишу именно название игры. Вот. Все, погнали тестить. Все, всем пока. Всем Друзья, спасибо. да, значит, берем на вооружение, разбираемся, что к чему, кто сделал, кто создатель, кто вообще откуда модель и так далее. В общем, берем под увеличительное стекло, кто как может, выясняем, разбираемся. И для всего этого движа переходим в чат. Буду всех рад вас там видеть. Всем респект и да. Заканчиваем. Всем пока. Да, всем Лайки пока. ставьте и подписывайтесь на канал. Это же на YouTube пойдет, да? Конечно. Все, всем пока-пока.